Здравствуйте. Темой сегодняшнего семинара является мое учение о человеке. В соответствии с учением о спасении гармоничного развития, основной задачей данной структуры учения является обеспечение личного развития человека и при этом гармоничного развития. В соответствии с целью и задачами, здесь технология прежде всего упирается в то, что человек сам должен рассмотреть, во-первых, внутренние ресурсы своего развития. При этом, если человек рассматривает себя как, например, автономную систему, связанную, конечно, со всеми внешними системами, с космосом, имеющую прямой контакт с Богом, то в моем учении о человеке в первую очередь рассматривается именно структура учения, например, о Боге, где я рассматриваю процесс взаимодействия, идущего от Бога к человеку. И когда мы говорим о человеке, то автономность непосредственно человека, скажем, его изолированность от первичного акта создания, в данном случае заключается в том, что вы рассматриваете, например, свое собственное развитие как структуру все-таки взаимодействия с внешней реальностью. То есть получается несколько такая своеобразная ситуация, что автономная, например, система человек, взаимодействуя с всем внешним миром, при этом имеет вполне определенные от создателя ресурсы, иметь вечное развитие. Поэтому задача здесь, в общем-то, для человека, она достаточно проста: найти те ресурсы, которые находятся уже в нем самом, и при этом рассмотреть ту стратегию своего поведения, где эти ресурсы могут, например, реализовываться в зависимости от воли человека. И поэтому здесь, в данной технологии, необходимо прежде всего рассмотреть акт первичного создания человека. То есть человек должен в себе сам найти уровень, где Бог его создал, и при этом в данном уровне совершенно прагматично, логично, то есть не отвлекаясь на какие-то, например, специальные состояния, а вообще говоря, в любом уровне поведения, так скажем, в любом своем действии найти и фактически источник вечности, то есть источник вечности его действий. То есть в данном случае я придаю все-таки более фундаментальный, изначальный смысл человеку, где человек может быть вечным уже потому, что данный ресурс в нем есть в самом. И когда человек уже начинает определять свое развитие, например, исходя из этого, то получается, что его поиск, в общем-то, заключен прежде всего в том, чтобы, исходя из, например, наблюдения за явлениями природы, за тем, как действуют другие люди, или анализируя ситуацию, он должен приходить к понятию своей собственной вечности, при этом гармонии, счастья, вечного развития, потому что все-таки вечное развитие есть в том числе и счастье. То есть вот здесь есть в рамках структуры человека есть совершенно неразрывные понятия. То есть, например, если мы рассматриваем такую позицию, что человек начинает себе определять задачу, ставить образ мышления, то мы приходим к тому, что образ какой-то, который он, вообще говоря, например, мыслит, то данный образ, естественно, содержит образ Бога как Создателя изначально, но при этом данный образ, он, например, рассматривает как какое-то действие. То есть, получается, в мышлении человека существует совершенно конкретный уровень, содержащий образ Бога. И когда данный образ, он, например, постоянно реализовывает во внешней среде, то есть, например, смотрит на людей, то он, вообще говоря, убеждается, что другой человек, он также создан по образу и подобию именно Бога, Создателя изначально, имеющим, причем, единое физическое тело. Когда вы этот процесс начинаете уже рассматривать как процесс, скажем так, бытовой, то есть имеющий строгую линию поведения, то здесь становится понятным, почему человек, например, себя ведет в какой-то ситуации совершенно определенным, так скажем, строгим образом. Потому что, с точки зрения здравомыслия, поведения человека в любой системе, в любом обществе, в любой ситуации, например, реакция на то, что если возможно какая-то глобальная катастрофа, то, естественно, нужно усилием, например, духа ее, в общем-то, преодолеть. То есть здесь понятие духа человека упирается в то, что он понимает духовно и духовно может действовать. Например, воздействовать на какие-то системы, предположим, если это спутниковая система, сделать так, чтобы не было
неисправности некой платы, да, чтобы не началась, например, глобальная война. То есть он же все-таки данную структуру находит в себе как систему именно противоположного действия. И когда вот мы рассматриваем процесс, вообще говоря, любой логики мышления, то человек в обычной совершенно среде начинает, предположим, делать какие-то действия. То здесь мы рассматриваем прежде всего статус, ну, как бы всеобщности человека, где человек своим движением там, руки, движением мысли, он взаимодействует со всей внешней реальностью, фактически творит реальность. То есть, когда мы рассматриваем, ну, такую вот структуру его развития, то здесь, если, например, по аналогии, например, да, к системе излечения от болезней, мы можем рассмотреть очень, в общем-то, простой, но и все-таки достаточно развитый механизм действия человека как именно автономная система. В данном случае, вот я еще раз все-таки акцентирую внимание, говорю сейчас пока о человеке как о личности именно, ну, того уровня, что он прежде всего исходит из своих внутренних ресурсов. И когда вот, исходя из внутренних ресурсов, он взаимодействует с другими людьми, то его проекция мысли, например, да, на свои действия накладывается на уровень, где Бог также мыслит в этом же месте. Вот, когда человек начинает мыслить в том же месте, что и Бог, то есть его Создатель, то здесь возникает уже отличие от, например, там, животного мира, от, например, ну, как бы того уровня, где человек рассматривает как бы некую внешнюю систему. Предположим, там дерево для человека это все-таки внешняя система, ну, явно не человек, это понятно, но дело в том, что человек осознает этот уровень все-таки еще и духовно. И вот где духовно он осознает, что он отличается, например, да, от внешней системы, то в данном случае это и есть присутствие Бога в человеке. И когда вот, ну, данный как бы аксиоматический, да, признак мы рассматриваем как статус человека, мы опять видим его собственное физическое тело. То есть человек, рассуждая о чем-либо, всегда рассматривает как бы свое собственное тело, ну, как бы проецирует фактически свечение тела в оптическом как бы диапазоне на себя. И если, например, даже рассмотреть вот мое изобретение, это способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления, то там передача сигнала проходит как раз-таки через систему аналогичных образов. То есть, например, там кристалл имеет какую-то форму, пересылает структуру управления, например, предположим, там, в другую форму, но при этом пересылка вот, информации происходит за счет как бы, отображения кристалла на самого себе. То есть действие происходит потому, что кристалл как бы, да, или там какая-то часть кристалла реагирует прежде всего на себя. И вот этот как бы автономный, что ли, признак мира, что любая система по как бы уровню взаимодействия, да, взаимоотражения создает движение некое, ну, как бы некое развитие, если мы исходим из процесса уже аналогичного тому, как изначально создан именно единый Бог, то здесь он же ведь тоже создал все внешнее, исходя из какого-то первичного действия, да, и внутреннее одновременно. То по аналогии с этим человек, значит, размышляя о каких-то явлениях там, как бы внешней или внутренней среды. К внутренней среде можно отнести, предположим, там, элементы мышления, внутренние системы, которые находятся, предположим, там, внутри физического тела человека, то здесь он приходит уже по уровню к тому, что он начинает видеть именно Бога в себе, и причем таким образом, что он делает, вообще говоря, подобно, то есть становится вечным. Вот как только мы переходим к уровню, где есть Дух Бога, то есть действие уже как бы бесконечного свойства, да, фактически я сейчас привел к тому, что из автономного уровня человека вывел именно к бесконечному, что ли, уровню, в общем-то, ну, фактически именно тому уровню, где работает уже система понятия Бога, то есть уже как бы внешняя система мира, да, те, которые человек воспринимает, в том числе он сам, значит, рассматривает именно структуру фактически действия Бога. То есть вот Бог, рассматривавший как бы свое собственное, да, в общем-то, изображение, сделал какое-то действие и создал весь мир. Но в этот момент, когда он рассматривал как бы самого себя, то он же ведь эти действия тоже чем-то создавал. И получается, что вот дух, который имеет бесконечную структуру как бы в прошлое, да, и в будущее, это есть несущая платформа для
развития. Поэтому, ну, предположим, если мы рассмотрим культуру человека, то именно культура, то есть духовная система, это есть то, что содержит в концентрированной форме как бы следующее действие. Вот. И в связи с этим мы можем сказать, что именно духовный уровень, да, у человека, он аккумулирует в том числе и физические явления. Например, если задать вопрос так, как человек создает, например, там, следующую систему реальности. Понятно, что он может создавать, предположим, какими-то физическими действиями, но, в общем-то, здесь ясно, что когда мы рассматриваем действия именно как бы культурной, социологической среды, где человек развивается как индивидуум, то существует неразрывная связь самого человека и как бы внешней системы общества, то есть или социума. И при этом, если мы рассмотрим по аналогии, как в этом случае действует Бог, вот Он создал всю реальность, да, то движение к Богу это есть движение, в общем-то, равенства, то есть Бог создает всю систему так, чтобы не было уничтожений. Он изначально ее так создал, чтобы не было, например, да, смерти, чтобы люди гармонично развивались, но при этом люди становятся, значит, такого уровня, что они могут вечно развиваться, следовательно, они имеют характеристики фактически, ну, самого Бога. Поэтому мы здесь рассматриваем процесс, что вот эта вот свобода действий, неразрушительность любого явления – это есть движение к уровню Бога, и когда мы, например, данный процесс понимаем, то в этой точке понимания, где вот это вот искрали, как, в общем-то, пламя, да, холодное или вечное пламя, то есть это не пламя в плане, я имею в виду холодное, что не как вот огонь, да, а пламя, где оптическая реальность становится уже все-таки проявлена в виде, в общем-то, пламени, именно как вот огня. То есть если мы говорили в более, ну, как бы, значит, в общем-то, специальных, что ли, системах работы с оптическими элементами управления, что есть, например, оптическая среда, которая, предположим, работает как система, ну, там, линий, да, связи, как система, как бы, проявленная система человека. А если мы говорим о человеке в целом или о фундаментальном уровне человека, то в данном случае свет начинает приобретать свойства пламени, именно, ну, предположим, такого пламени, который существует от дров, в общем-то. И когда такой свет мы начинаем видеть, происходит уже преображение света. Вот преображение, заключающееся в том, что локальные, как бы, симметричные формы внешнего управления, то есть то, как человек понимает реальность, да, или как он взаимодействует с Богом, они переходят в систему управления внешним миром, в систему, где есть ответ. То есть форма становится более, как бы, разноликой, более свободной, более расширенной. И вот этот уровень преобразования, что человек, преобразовывая реальность, фактически, он двигается, в общем-то, навстречу Богу через, как бы, многообразность. То есть, предположим, если мы имеем в виду речь человека, то здесь, в общем-то, существует уровень, что, например, вот, ну, взять, предположим, там, скажем так, какой-то уровень звуковой, да, речи человека, и сравнить с уровнем, ну, предположим, там, ветра, да, то получается, что звуковой спектр, значит, расширен настолько, что человек может этот спектр понять, например, здесь, да, если он просто слышит, но такой же спектр человек может понять, вообще говоря, быстро путем проекции мыслеформы, ну, то есть, предположим, спроецировав мысль в уровень, например, речи, ну, звуковой фазы речи, можно понять, о чем, например, говорит собеседник. То есть, если это спроецировать на ветер, то, в общем-то, тональность ветра здесь, в общем-то, определить, ну, достаточно сложно. И поэтому, когда мы говорим о действии человека в качестве звуковой формы, мы должны понимать, что человек, в первую очередь, формирует органы воспроизводства речи, то есть, ну, изначальный уровень слова. И когда мы говорим о слове, ну, как о системе передачи знаний, то в данном случае слово – это есть уровень, организующий человека. Вот если мы рассмотрим такой уровень, что, ну, казалось бы, да, следственная система, слово, сказанное человеком, и рассмотрим, где слово организовывает человека, ну, то есть дает возможность понять какие-то действия и в том числе реализовать, да, то мы видим, что это есть уровень, который в том числе создает человека через действие самого человека. При этом создает не просто, например, ну, скажем так, человек пошел в какую-то там структуру, да, и получил некую пользу, а именно создает изначально, то есть изначальное присутствие слова как бы внутри физического тела человека, где слово формирует действие, ну, предположим, там, формирует легкие, формирует
предположим, там, печени и так далее. То есть речь идет о формирующем уровне слова, где изначально это есть, в общем-то, уровень фактически органов речи. И получается, что когда мы рассматриваем все-таки фундаментальный смысл человека, то есть его ту реальность, которая реально помогает людям, то есть если соединить, предположим, в данном случае, предположим, дух человека, соединенный с духом Бога, и при этом соединенный, например, с действием духа социума, да, всех систем, больше всего относящихся все-таки к человеческому обществу, то мы получаем полное здоровье в момент действия соединения. Например, человеку нужно оздоровиться от какой-то там проблемы, да? Не обязательно, в общем-то, проблема является только лишь восстановление здоровья. Но слово «оздоровиться» применимо все-таки к человеку. Предположим, если мы говорим о дереве, да, то в данном случае все-таки речь идет о том, что восстановленное дерево, как понятие оздоровления дерева, это все-таки уже более напряженное в плане восприятия понятия. Можно, да, аппроксимировать и понять, но при этом это уже следующее. Человек прежде всего к себе применяет более расширенные понятия. И когда мы начинаем анализировать внутренний статус человека, то мы, в общем-то, понимаем, что люди-то о себе практически все понимают и знают. И, значит, если мы логически знаем, что, например, возможна глобальная катастрофа, то начинает развиваться уровень уже духовный. То есть абсолютно все знания человека, например, которые, вообще говоря, понятны любому человеку, даже от образа. То есть человек, когда смотрит на другого человека, он понимает, что другой человек, в принципе, в общем-то, все знает. На уровне души он это понимает. И когда он начинает уже дальше анализировать, почему, например, другой человек, да, или он сам, находясь в ситуации, в общем-то, той, что возможна глобальная катастрофа, так, например, спокойно ходит по тротуару и якобы не предпринимает мер. Как только это якобы возникает, да, мы видим именно свечение, где Бог создает человека. То есть действие, касающееся всего мира, это есть точка, где Бог создает человека в этот момент. Потому что для Бога, в принципе, каждый момент он равен по реализации, и поэтому для единого начального импульса создания, каждый импульс это, в общем-то, одно и то же. Получается, что мы видим, где Бог формирует духовную структуру человека, направленную прежде всего на то, что человек не должен быть уничтожен, в первую очередь, предположим, в глобальной катастрофе. Но технология же, в общем-то, следующего развития, то есть технология, собственно говоря, собственной, да, гармонии, собственного нормального развития, она часто, в общем-то, всего лишь навсего заключается в том, что человек должен сначала обеспечить, предположим, следующий уровень своего развития, то есть чтобы не было глобальной, например, катастроф, потом уже делать свою задачу. Следовательно, чем быстрее человек делает некие, да, процедурные мероприятия или понятийные системы вводит по предотвращению этого явления, как глобальная катастрофа, он тем быстрее достигает собственного управления. И эта структура очень проявлена там, где душа Бога, причем единого Бога, имеющего единое физическое тело, проявлена в качестве мышления человека. Здесь надо быть внимательным, потому что здесь, в общем-то, именно внимательность, она формирует ваше движение в это понятие. То есть, когда мы говорим о человеке, любое понятие является очень близким к нему, и любое движение является очень синхронным. То есть, действия человека, они всегда многообразны, они часто имеют совершенно бесконечную форму в едином импульсе, и поэтому, если мы говорим о системе, предположим, как человек понимает Бога, то там есть вещи гораздо более простые, потому что, значит, Бог, во-первых, сам, да, дает очень много в качестве первичного источника для того, чтобы, значит, человек понял, то есть, человек всегда ощущает помощь. Если человек хочет разобраться в самом себе, то он должен прежде всего исходить из своего внутреннего ресурса, получается. И получается, что именно многосложность понятия, многосложность действия здесь, это, не обязательно, что это некие какие-то архисложные мотивы, иногда это, наоборот, гораздо проще, чем, предположим, понимание, предположим, макрореакции мира, да? Но, тем не менее, здесь надо понимать, что личностное именно действие человека упирается все-таки
в его собственную бесконечность. То есть человек, он изначально бесконечен, поэтому любое его движение имеет, ну, как вот эхо, да, постоянное развитие. И если, как бы, исходя из этого, мы предложим, ну, зная это, да, например, поставим целью, значит, просто структуру следующего плана, нам нужно там излечить человека от некоторого заболевания, да, то тогда получается, что мы должны рассмотреть как бы не просто само эхо, первичный уровень, а вообще, говоря, пересечение всех, ну, как бы всех систем, то есть всех импульсов и свойств этого эха. Более того, если там одно слово имеет эхо, да, то потом человек говорил массу других слов. И вот когда мы входим в эту сложную, как бы, ну, в общем-то, конфигурацию практически, ну, некой реальности, то мы видим, что человек постоянно взаимодействует с Богом на уровне просто бытовых элементов реальности. И, предложим, если мы рассмотрим, ну, предложим там, например, православную, да, церковь, где есть молитвы, идущие именно к уровню, в общем-то, постоянной жизни человека, ну, каким-то там бытовым или экстремальным вопросам, или там не обязательно только православная форма, любые молитвы канонических религий, они содержат именно уровень, который как бы освещает вот эту многогранность человека, его постоянное движение как бы в сложной системе взаимодействия, ну, в общем-то, часто он, которую создает сам. И когда мы рассматриваем вот уровень, а почему тогда, да, создан такой, в общем-то, разрушительный тип, как, предположим, там, ядерная бомба, и где, например, в этот момент были другие люди, вот где их духовный статус, который должен, казалось бы, да, реагировать, то мы приходим к тому, что мы сейчас этим должны заниматься. Вот здесь мы приходим к тому, что вот Бог сделал так, что мы должны этим заниматься. Поэтому получается, что любое следующее действие, оно не связано часто, вот, восприятие человека с анализом, да, раз как бы есть, значит, это сделал Бог. То есть вот здесь вот внешнее действие Бога, фиксирующее данный статус, это есть то, что формирует физическое тело человека. И сейчас я, ну, как бы, да, значит, не фиксируясь конкретно на словах, показал, что структура вот человека воспринимает определенные вещи без, в общем-то, элементов мышления. То есть я практически показал, что человек может быть, ну, совершенно свободен от уровня мышления, ну, и каждый в жизни сталкивался с тем, что, ну, как бы есть, как бы, автоматизированные, да, скажем, реакции. Человек как-то, предположим, утром пьет стакан воды, он при этом не продумывает мысли и так далее. То есть вот эта вот система действий, при которой человек, в общем-то, реагирует как, ну, как бы уровень, где есть Бог, эта система действий, это то, что непосредственно, в общем-то, всегда существует возле человека. То есть человек, вообще говоря, живет фактически в пространстве Бога. Ну, это логически понятно, что кто-то создал, например, да, если там дом, но, в общем-то, изначально была земля, получается следственное, да, как пространство Бога, если это дом. Человек создал дом, но, в общем-то, изначально, значит, Бог создал, например, землю, и получается, что вот пространство мышления, где были, ну, заложены там какие-то данные данного здания, там, предположим, как-то работал, например, какой-то там работник, строивший дом, или если, предположим, взять, предположим, труд, значит, ну, предположим, конструктора, да, какой-то балки, то получается, что заложенный Богом изначально именно уровень его реакции содержит все-таки следующее развитие данного человека. Если брать работу, например, архитектора, то он соединяет, ну, предположим, конструкцию в целом и получает, что он уже больше взаимодействует с будущим данного дома, да, и так далее. Но архитектор, он несет личную ответственность, например, да, чтобы дом не обрушился, и при этом он как бы гарантирует, что данный дом, в общем-то, в чем-то похож на предшествующий, то есть он, в общем, ну, там стоит, например, вертикально и так далее. И, значит, получается, что по аналогии, вот, ну, скажем, с мышлением Бога, причем единого Бога, имеющим, значит, физическое тело, мы можем сказать, что у человека есть уровень, где он мыслит так же, как, в общем-то, и мыслит единый Бог, когда он оценивает как бы реальную ситуацию с точки зрения там, ну, развития какой-то, пусть конструкции физической, но то же самое может быть и в конструкции духовной. Вот почему человек может познать Бога, потому что он может на духовном уровне, в принципе, мыслить точно так же. Если он имеет духовный опыт предшествующий, то он может построить, в общем-то, новое, фактически, да, скажем так, здание
ну, в кавычках, конечно, по аналогии с тем, как делает, предположим, строитель. И когда вы смотрите на действие, значит, следующее, то здесь есть очень такой внимательный аспект реальности. Человек очень внимателен к слову. То есть если вы рассматриваете, предположим, ну, свою собственную систему восприятия, то часто вы знаете, что какое-то слово, может быть, иногда не употребляется, а иногда, например, вы долго можете, ну, предположим, там, как-то промысливать систему или какими-то, предположим, там, может быть, параллельными системами, или же какими-то там следующими, или иногда просто воспринимать. То есть вот объявить слово, да, выявить его в системе управления, часто для человека это основная задача. И эта задача иногда решается, ну, там, не путем, как бы, в общем-то, концентрации, да, на данном слове, а путем, значит, следующим, что данное слово работает, как бы, не, в общем-то, проявляясь. То есть, ну, в общем-то, это достаточно сложная система работы, но, тем не менее, в душе человека есть уровень, который позволяет творить из слова, при этом не употребляя его. То есть в этот момент, в общем-то, само творение имеет, в общем, колоссальную скорость именно управления по отношению к внешнему миру. Это достаточно специальная характеристика человека, где, ну, на основе данных характеристик можно очень быстро делать дела, как бы, да, собственные, при этом как бы не прикладывая усилий фактически души. То есть вы взяли, значит, вы как бы рассмотрели, что есть некое слово, получили оптический импульс в свою фазу управления, это в свой уровень управления, при этом вы его не объявили, а всего лишь навсего получаете от него вот этот управляющий импульс. И вы, самое главное, потом убеждаетесь, что само слово очень гармонично выровняло всю реальность. То есть вы, в принципе, его, например, не сказали, но, тем не менее, реальность стала очень так простой, гладко, ну, предположим, как человек плывет по такой там прохладной, которая ему нравится в воде, то есть свободно плывет. То есть вот именно уровень свободного, да, плавания, свободного развития, где тело человека переходит в бесконечную реальность. Вот в этом случае уже переход, значит, в бесконечное управление, да, во все внешнее управление, это уже есть действие такого слова. То есть мы рассматриваем статус, что слово, получается, существует до его выражения, до его словесного произнесения. И именно этот фактор, это есть то, что соответствует бесконечному развитию человека. Фактически, ну, если переходить к звуковым формам, непроизнесенный звук дает бесконечную фазу. Но откуда мы знаем, что там звук? Да? Возникает уровень мышления с точки зрения сознания, или как бы экстраполяции, уровень как бы такой же, где человек мыслит так же, как мыслит Бог. И когда мы рассматриваем эту позицию, мы понимаем, что, ну, Бог же ведь промыслил, чтобы, например, создать такую сложную, да, многомерную систему, многосложную, то почему, казалось бы, решить свои какие-то элементарные там, да, проблемы, значит, если мы это знаем, как мыслит Бог, как бы промыслить и получить сразу все. Но возникает здесь вот как раз по моему учению о человеке, как раз вот в данной структуре моего учения, передача данных, ну, передача знаний происходит через, в общем-то, взаимопомощь, то есть передачу, ну, как бы техники управления, передачи, ну, каких-то результатов или знания фундаментальных там законов мира, например, с точки зрения человека или о человеке, именно другим людям, потому что если человек просто сделает сам, да, ну, вот, например, решит все проблемы, ну и что, тогда он, получается, остается как бы один. Вот существует такой же уровень, как и у единого Бога, уровень, где нужен контакт. Вот душа требует контакта, и он должен, исходя из этого, научить. Даже не потому, что он, может быть, часто, как бы, другие дела у человека могут быть, и часто вы замечали, что если кто-то хочет оказать какую-то помощь, он иногда, как бы, размышляет в плане, ну, если помощь, как бы, не связана с какими-то критическими ситуациями, где человек, в принципе, обязан сразу реагировать, как бы спасая другого. А вот если, например, такие ситуации, где его как бы не просят, но он, например, хочет помочь, он может иногда долго размышлять, не причинит ли он неудобства и так далее. И вот здесь вот возникает как бы структура развития души, именно многообразная система развития души, точно такая, как многообразная система любого действия человека. Но здесь принципиальное отличие в том, что душа проявленная как воля человека. Вот здесь вот важно увидеть уровень, который существует именно только в структуре моего учения о человеке. Ведь в других структурах
мы рассматриваем действие души как изначально данное Богом. Когда мы рассматриваем здесь, исходя из многоуровневости человека и любого его действия, то мы видим, что душа его проявлена, то есть душа и воля, и, в общем-то, сознание, да, это все есть, фактически личность, то есть личностные характеристики, а по сути это есть личность человека. То есть мы в данном случае находим уровень как бы, где человек не отделен от своей собственной личности. И когда вы данный уровень рассматриваете, то вы видите уже гармонию, изначально полученную вами, скажем так, от самого себя. И когда вы данный уровень рассматриваете, то ваши действия дальнейшие, такие же, как действует, например, как действует Бог единый, вы, уже выполняете осознанно. Так что в качестве управления я сейчас предлагаю сделать следующий, вариант управления, что рассмотрите именно тот уровень, о котором сейчас я сказал, то есть где человек и все его системы реализации – это единое восприятие, и исходя из этого получите такое же действие, как делает Создатель, как делает единый Бог, и получите решение все-таки своих вопросов через, например, макроспасение. И я поработаю вместе с вами, только единственное, что в данном случае, когда вы работаете, будьте внимательны к тому, что вы должны помогать обязательно окружающим, которые находятся здесь или которые будут в дальнейшем, предположим, смотреть видео, кассеты. То есть работаете многофакторно. Человек работает, как правило, вообще всегда для всех работает. Вот поэтому мы сейчас работаем сразу для всех. И когда вы работаете с человеком, то задайте просто простой вопрос. В общем-то, для управления это совершенно минимальный вопрос. Значит, как помочь человеку? Когда вы ставите такой вопрос, то возникает очень простой ответ на эту ситуацию. Если найти способ помощи человеку, как таковому, скажем, да, как, например, виду биологическому, то получается, что мы решаем вопросы в целом. И когда мы хотим данный вопрос, в общем-то, рассмотреть, так скажем, фундаментально, то есть рассмотреть в каждодневных делах, предположим, излечение каких-то болезней, обеспечение вечного развития при минимальном условии, что нет глобальной или даже локальной катастрофы, которая коснется конкретного человека, то мы видим, что свет Бога, то есть именно божественный свет, направленный в помощь к вам, он в данном случае светит, в общем-то, максимально с точки зрения восприятия всеми уровнями вашего восприятия, то есть души, духа, сознания, личности, каждой клетки и так далее. Поэтому, когда, например, в целительской практике или в практике, в общем-то, любого врача, имеющего, в принципе, любое врачебное образование, стоит вопрос помочь конкретному человеку, то вот этот уровень свечения, на каждую клетку, он проходит с максимальной интенсивностью, то есть врач начинает внутренне светиться. В общем-то, не только врач, тот, кто или спасает, или помогает, или строит дом, или, например, пионер взял, предложим, авоську и помог бабушке, да, он помогает. То есть вот этот уровень, он помогает, например, перейти дорогу, да, а в данном случае существует уровень некой опасности машины и так далее, он же ее как-то переводит, то есть он проходит через духовное действие, направлен на то, что он находится в некой, может быть, экстремальной ситуации. То есть вот переход ради другого на действие по экстремальному уровню, где он находится, в общем-то, в контакте с Богом, но в контакте каком, что он видит будущее, то есть он проводит данный пионер, если через эту дорогу, то вот это видение будущего совершенно неизменного, это то, что дано исключительно только человеку. То есть человек может совершенно точно определять неизменные параметры будущего. Многомерный мир, если мы хотим, например, чтобы интеллект у животных развивался до уровня контакта с человеком, или у деревьев, да, или вообще во всей внешней реальности, то мы как раз в первую очередь должны показать, что в общем-то, уровень прямого действия человека перед собой видит неизменный, то есть фиксированный мир. То есть человек не находится ни в каком, предположим, трансовом состоянии, он специально не делает никаких манипуляций, но спокойно проходит через уровень какой-то, который ему надо преодолеть. Вот он фиксирует жесткую реальность своим собственным действием, преодолением, какой-то ситуации в плане помощи. Именно помощь, преодоление. Формула в данном случае очень проста. Не просто преодоление, а через помощь другому, причем человеку. И когда вы
рассматриваете, ну, скажем так, данную, да, систему управления, то здесь достаточно однозначно, в общем-то, проглядывается следующий план, в общем-то, развития ситуации, что для того, чтобы там фундаментально помочь человеку с точки зрения, в общем-то, его, ну, фундаментальных основ, так скажем, да, состояния души, там, развития физического тела, мы прежде всего должны рассмотреть, вот что сам для себя человек определяет как фундаментальное понятие, что он вообще хочет с точки зрения, там, например, его организации от Бога. Если он эту позицию вообще рассматривает, если он рассматривает просто некое движение там, бытовое, ситуационное, то в каждом случае у него своя как бы, да, система восприятия, он в каждой системе начинает работать в зависимости от ситуации. То есть его, например, задача выжить, там, спасти других. Он должен в данной ситуации каким-то образом работать, чтобы, предположим, была правильная реакция на все будущие его события. И поэтому получается, что мы имеем в каждом случае, ну, совершенно, в общем-то, уникальную систему реагирования человека на какую-то реальность. И при этом мы имеем именно всепроявленность Бога. То есть вот именно уникальность реакции на какую-то конкретную систему для души человека характеризуется как именно всепроявленность Бога. То есть если бы, например, было бы на одну и ту же ситуацию все реагировали одинаково, то это был бы только, может быть, только один организующий акт, исходящий от Бога. Но он существует в плане сознания. То есть все могут, например, там, ходить строем, маршировать или там, нести знамена, но при этом как бы внутренне они всегда сохраняются практически, ну, недоступны, да, для какого-то там особого внешнего, в общем-то, по сути влияния. То есть совершенно как вот уровень, как бы, где автономность, то есть как бы изолированность человека, здесь больше даже подходит где-то слово, ну, как бы личностный уровень человека, который существует при нем всегда. То есть там существуют воспоминания, там существуют какие-то там ассоциации и так далее. И когда вот человек, ну, пусть он несут знамена и марширует одинаково, но каждый из них фактически целый мир, который имеет собственный статус там следующего развития. И когда мы смотрим отсюда, то мы совершенно четко видим, что, например, опять, значит, в отличие от любого элемента внешней реальности, значит, элемент действия содержит практически, в общем-то, неуправляемый, как бы, какой-то внешней воли, внутренний уровень, как бы, ну, как бы локального, вот, как бы исполнителя действия, да? То есть в строю каждый думает по-своему. И вот именно этот уровень полной свободы, который существует даже как бы в массовых действиях, этот уровень дан изначально человеку для того, чтобы в любой ситуации человек оставался свободным. И когда он это понимает, то ясно, что как бы просто как бы, ну, взять, взять, например, как бы изолировать человека от как бы общества или взять, сделать так, чтобы человек не смог, в общем-то, в чем-то помочь другим людям, вообще реально это сделать нельзя. То есть никакая система не может изолировать человека от помощи другому человеку. Значит, в принципе, ну, предположим, человек может, естественно, значит, ну, там, не проявлять какого-то интереса по отношению к другим системам, там, ну, к камням, предположим, там, ну, к деревьям, да, каким-то элементам другой реальности, а вот по отношению к человеку его именно изолировать нельзя, хотя бы даже в мышлении. И получается, что мысль имеет, значит, практически мгновенную достижимость, когда мы говорим о человеке. И даже обратите внимание, когда вы мыслите о человеке, он как бы все время рядом. То есть, если о дереве, там, о каких-то других явлениях можете мыслить, предложим, как бы ощущая, что, ну, в общем-то, это на оптике духа очень четко видно. По моему учению о духе прям видно, что в духовной диагностике, там, предложим, структура дерева дальше находится. А человек, он находится, если через духовную оптику проходить, вообще всегда внутри физического тела. То есть мысль как бы внутри, возле сердца. И когда вы эту структуру начинаете реализовывать, то есть, ну, как бы близость человека, то видите, прежде всего, себя. Ну, фактически вы видите, в общем-то, и свои же тоже интересы. Вам тоже нужен воздух, там, еда, вы член данного общества. И когда вы рассматриваете данную позицию как позицию там соразвития, ясно, что внутри вот этой внутренней, как бы, ну, микроструктуры, да, некой такой личностной характеристики или как бы специальной среды внутренней человека существует как бы поле, где
Значит, при любых условиях другой человек стремится обязательно принести, ну, практически полное добро любому другому человеку. То есть это очень близкий уровень к человеку, к физическому телу человека. И с точки зрения, ну, предложим там борьбы, да, физической, если даже исходить из этого, то бороться надо так, чтобы чего-то желательно не сломать, да, ну, то есть если это просто, предложим, обычная борьба. То есть здесь существует даже логический уровень, то есть тело человека это есть как бы ограничивающий фактор, значит, именно, в общем-то, того характера, что здесь существуют уровни как бы реализации самого тела. Тело человека не должно быть повреждено, и поэтому человек как бы размышляет всегда во внешней структуре, получается, по отношению как бы к внешним событиям. Но по отношению к человеку он размышляет внутри себя, внутри физического тела, и тем не менее, значит, не происходит, ну, какого-то там вредного, да, взаимодействия, если там люди идут друг возле друга по тротуару или где-то, или даже борются, они все равно, как правило, не приносят травм. То есть здесь элемент вот именно следующий, что мысль, казалось бы, внутри, но и она реально внутри. Вот если посмотреть, именно представить образ человека, вы даже посмотрите, где светит оптика, именно внутри вашего физического тела, ближе всегда к сердцу. И когда вы начинаете, например, реализовывать внешнее движение, то вот этот внутренний уровень, он фактически сохраняется, а потом уже вы переводите человека в действие. Ну, представляете или видите, если это, например, ясновидение, где-то какие-то движения уже людей, но в данном случае вы же ведь создали образ. То есть вы, тот образ, который внутри вас, вы его никуда не дели. Вот просто присмотритесь. Просто человек иногда это забывает, и тогда получаются какие-то проблемы с памятью. Вот чтобы восстановить, кстати, память, желательно обращать на это внимание. Тогда можно развить, например, память до нужного уровня. Но понятие памяти – это не всегда, что надо обязательно помнить. Может быть, речь идет о том, что вам нужно на что-то обратить специально концентрированное внимание, более там понятное, более расширенное, и здесь требуется специальная память. То есть, ну, предположим, оптика или оптическая фаза памяти должна быть более расширена. Например, там, в работе с пилотами или с теми, кто находится в экстремальных ситуациях, я давал определенные техники, где фаза расширения памяти, как бы запоминание логической фазой без обращения на это внимание, значит, ну, позволяло делать некоторые движения совершенно правильно там, в каких-то ситуациях. Или, например, для космонавтов очень полезно. То есть там, где нет возможности сделать лишние движения. В данном случае вы этот эффект замечаете, если вы идете где-то быстро, а потом, предложим, магазин, да, а потом какую-то вещь вдруг как бы вспоминаете, ну, там, задним числом, да, уже позже, чуть через секунду, несколько. А так вы прошли, как бы ее выхватили, но не обратили внимания. Вот этот, я говорю сейчас о том уровне памяти, который как бы расширен без специальной концентрации внимания. Часто, если вы еще дальше обратите внимание, то есть вещи, которые как бы вдруг вы поворачиваетесь, они там есть, но ведь вы их как бы внутренне сначала видите. То есть в человеке отражен уровень, где он обязательно воспринимает всю реальность. И этот уровень есть, это уже чисто, в общем-то, заслуга во многом самого человека в плане его, в общем-то, духовного развития, в плане его роста. То есть если вы хотите вылечить какую-то болезнь самостоятельно себе, то вы должны, прежде всего, рассмотреть это событие с точки зрения, ну, как бы, внутреннего состояния, то есть как вы ощущаете, ну, как бы, сигнал на уровне сердца, как проецируете на уровне тела человека, а потом уже реализовываете управление как бы во внешнюю систему. И здесь то же самое, вот этот уровень расширенного, что ли, плана памяти фактически, да, как бы физической памяти. В данном случае я пока говорю о том, что вы где-то рядом с какой-то вещью, с каким-то объектом. Но если мы, например, переходим дальше, то есть просто берем и анализируем. Ну хорошо, если такой уровень есть, да, который, в общем-то, развит прежде всего самим человеком, то почему бы, например, не сделать, скажем так, ну, достаточно обширного развития на уровень как бы просто соответствия, рассматривая действия, например, Бога, мы хотим какое-то событие сделать, ну, в общем-то, таким же, как бы не обращая особого внимания. Ну, то есть, не нагружая, как бы, личностные характеристики, мы хотим, чтобы просто было нормально, и это событие там локально как-то как гармонично существовало, развивалось в полной гармонии. При этом нам это надо сделать быстро. Почему сейчас я такую технологию ввожу? Потому что, ну, предположим, там человек, которому нужно, чтобы не взорвалась ядерная станция, он же не будет изучать там месяцами там конструкцию ядерной станции. Более того, если даже он изучит, его могут туда не допустить. И если он хочет, например, значит, все-таки помочь и сделать так, чтобы взрыва, да, не произошло и спаслись, в общем-то, миллионы, иногда миллиарды людей, то здесь речь идет о том, что он должен уметь
управлять внешними системами, ну, практически по аналогии с тем, как делает, ну, как бы в дуальной, да, системе, практически как делает Бог. То есть, если вы можете осознавать внешние, как бы невыявленные системы, то почему бы через их образ не пройти и не получить управление лично для себя, то есть прийти к своей личности через внешнюю систему. Ну, как делает именно единый Бог, Он дает развитие бесконечное человеку для того, чтобы, ну, самому, да, не быть как личности одинокому, и при этом делает развитие именно вечное, ну, по аналогии, да, с собой. Получается, что если вы через такой образ пройдете к себе, ну, к нормальному просто уровню самого себя, то при этом взрыва ядерной станции это точно что не будет. Данная, кстати, система очень полезна, если вы там где-то летите на самолете, предположим, ну, какими-то пользуетесь объектами, предположим, там, если даже рассмотреть процесс, например, значит, катания на лошади, то получается, что здесь, в общем-то, признак совершенно другой, то есть лошадь, да, это более, значит, подконтрольная система, но вот взаимодействие между живыми организмами, оно другое. То есть, ну, с точки зрения, как бы, логики, да, живыми. То есть, например, лошадь, живой организм, и, значит, человек, который на ней, как в качестве всадника находится, то здесь получается, что взаимодействие происходит по линии все-таки внешней, то есть от человека к лошади, он же ее управляет. Если он летит на самолете, ну, как бы, как в пассивном, да, варианте, или взаимодействует как пилот с самим самолетом, то все равно эта же система, хотя управляемая, но она все-таки из уровня, как бы, другой сигнальной системы. То есть сигнал происходит через созданное человеком, предположим, звено, там провод, какой-то там штурвал и так далее. То получается, что здесь вот уровень внешнего управления, то есть приход через образ даже самолета к себе, то есть если вы сделаете такое управление, что рассмотрите себя там в точке прилета, да, и рассмотрите себя здесь, но именно, предположим, через образ самолета, как бы, значит, внешним взглядом, то ясно, что вы туда уже прилетели. То есть организовываются такие достаточно жесткие линии связи. Одна линия находится внутри, то есть практически на уровне сердца. Это и есть, кстати, сердце. А другая линия находится во внешней системе, и при этом идет проекция, в общем-то, на печень. По сути, это в общем-то, состояние печени, то есть реакция печени на будущую систему. То есть печень больше реагирует на будущие события. Так можно, делая, например, ну, систему управления, можно очень просто изучить, как бы, реагентное состояние органов даже. И исходя из этого, в общем-то, делать управление в плане взаимодействия органов. То есть зачем выходить во внешнюю систему? Достаточно просто-навсего сбалансировать, да, органы внутри с точки зрения, как бы, вот, оптических лучей между ними. И тогда получается, что у вас практически все будущее, оно совершенно нормально, и вы можете находиться в гармонии, исходя из автономности собственной системы. То есть я опять пришел к тому, что все-таки автономный, то есть первичный уровень человека содержит все явления реальности. И поэтому, когда вы начинаете переходить через фазу управления, специально даю какие-то уровни все-таки управления, чтобы вы это могли, как бы, пощупать, то есть сами убедиться в том, что управление через даже, значит, например, знание, да, о внутренних органах, это есть специальный уровень управления, но если человек, например, только родился и видит там физическим зрением, там, предположим, руку, да, то у него есть полный инструмент управления сразу. То есть в любом уровне внешнего взгляда существует полный инструмент управления. Более того, если он родился и там, предположим, он находится в пеленках, то он все равно обладает управлением, потому что он смотрит на внешний мир. То есть автономность системы, или хотя бы он даже думает, да, или хотя бы он как-то реагирует, там, запахи и так далее. То есть здесь получается, что чем мы, ну, там, больше стараемся выйти в уровень, как бы, первичного восприятия человека, тем больше мы приходим в структуру, что человек все знал изначально, и он, вообще говоря, знает где-то. То есть он где-то там внутри, например, да, себя, или где-то во внешней среде, он все равно знает. И вот вы обратите внимание, что от рождения, значит, человека и постоянно этот уровень знаний существует всегда. То есть вот этот уровень, как бы, оптически проявленный, который, в принципе, не меняется, кстати, вообще никак. Значит, просто найдите по возможности себе такой оптический уровень. Как правило, это проекция, идущая через, как бы, все-таки уровень сердца, больше, как бы, в оптическом варианте через левую сторону, как бы, физического тела человека. И когда вы смотрите на этот уровень, вы видите, что для человека мир уже создан для вечного развития. Ну, например, если
предположим, вот я рассматриваю собственную практику управления, то понятие вот знания, да, знать что-то или действовать вот именно уровень знаний у меня всегда с детства был, то есть я, собственно говоря, там, конечно, там, заканчивал, там, предположим, там высшее, да, учебное заведение и так далее, но при этом вот в этом уровне знаний там ничего не добавилось, то есть любая социальная система, там какая-то там знание фиксированное, которое, например, ну, приводит к каким-то там локальным, да, действиям, она не, в эту систему знаний, изначально данную Богом как мир вечный и реальный, она, не, в общем-то, ну, она по сути и реально, кстати, по оптике, там не видно никакого движения оптики, совершенно ничего не добавляет. То есть человек всегда существует как, ну, полностью раскрытая личность, по сути. И когда мы приходим к этому уровню, как к уровню тогда действия, то есть зачем тогда, ну, предложим там учиться, да, то здесь, в общем-то, ответ больше идет как с уровня взаимодействия, в общем-то, социального плана, то есть взаимодействие в плане там каких-то профессий, то есть именно реакция человека на внешнюю среду. И получается, что тогда мы вполне можем сказать, что мы можем исправить, да, современное общество в плане того, чтобы оно не было уничтожено, если мы создадим реакцию внешней среды сами, ну, как бы нормальной, чтобы она была, ну, например, не было системы внезапного нападения, там, глобальных систем вооружения и так далее. То есть мы опять через структуру внешнего управления смотрим уже на социальные действия человека, но смотрим на изначально все-таки данный уровень от Бога, от Создателя, где знания уже все есть. И вот эти знания, если их как бы уже потихонечку, ну, как бы не очень быстро даже, может быть, да, в технологии управления начинать проецировать на себя, мы видим, что Бог дает каждому так, что если это действие, ну, делать логично, правильно, то знания, они неисчерпаемы. Если их использовать как бы в рывковом плане, да, там, взять очень много куда-то, то можно их потом восстановить, собственно говоря, путем, ну, предположим, просто, в общем-то, концентрации на данную область. То есть обратить внимание на данную область и все. И сразу же восстанавливается вот этот вертикальный столб, как бы, да, управления, идущий от Бога, но он идет, в общем-то, еще одновременно и от все-таки человека, где человек понимает, как общаться с другим человеком. Он понимает, что другой человек, он фактически, в общем-то, ну, как бы такой же, то есть он просто, ну, нуждается, возможно, в помощи или, наоборот, там хочет помочь. То есть он, вот здесь вот есть уровни, где человек очень комфортно себя чувствует с другим человеком, он не ощущает вот различий, да, ну, там есть понятие там доброго разговора, там, или такого хорошего, да, дружеского разговора, то есть и даже на уровне как бы внутреннего понимания. И ведь мир, по сути, устроен так же. То есть, если вы посмотрите, как дерево взаимодействует с камнем, там, да, то вы увидите, вообще говоря, ту же самую картину. Любой другой элемент природы, да, он взаимодействует абсолютно на тех же характеристиках, что человек с человеком взаимодействует. То есть вот здесь вот есть фактически, там, скажем так, основной фундаментальный закон, что если мы хотим понять, как нам сделать так, чтобы не были уничтожены леса, то нам нужно вывести следующую, ну, достаточно формально простую процедуру, да, в плане, что ли, технологии тогда действий. Так как камни, как бы, в общем-то, уничтожать практически нецелесообразно, да, а вырубает леса, то, значит, надо в контактной системе сделать управление через, как бы, внешнюю ресурсную, ну, там, через ресурсную среду, такую как землю, да, то есть, ну, предложил там засев земли и так далее. То есть здесь технологии вот развития будущего, при котором будущее совершенно определено, ведь задачи все-таки точного развития, чтобы человек не был уничтожен, каждое действие должно быть все-таки совершенно продумано с точки зрения возможных реакций. И здесь получается, что именно многоуровневость человека как такового позволяет это ему сделать, в общем-то, достаточно просто. Потому что, в общем-то, человек, имеющий изначально многоуровневый, как бы, план, что ли, каждого действия, он фактически ведь и, ну, достаточно просто может справиться с многообразной задачей любого другого объекта информации. И когда вы строите вот задачу построить, например, там, ну, систему управления так, чтобы не было там взрыва, да, ядерной бомбы, то часто это упирается в то, чтобы, ну, там, какой-то конкретный человек один там не был, предположим, ну, там, зол на кого-то, или у него было хорошее настроение, то есть упираются совершенно простые истины, которые касаются, в общем-то, каждого человека. И когда вы рассматриваете этот пласт как пласт, в общем-то, принципиальный, то получается, что
Да, действительно, войны вполне можно избежать, если люди имеют просто обычное, как бы здравомыслящее, что ли, мышление, то есть обычный уровень мышления. Этого в принципе, достаточно, чтобы не было глобального, по крайней мере, уничтожения. Но чтобы перейти уже к локальным системам, чтобы не было локальных систем уничтожения, мы должны, то есть, решив вопрос, да, по тому плану, что глобального уровня все-таки нет, то есть в этом надо, кстати, убедиться внутренней диагностикой. Любое действие человека должно исходить из того, что он должен сначала убеждаться. Для этого он должен образ человека видеть как бы в бесконечном удалении. Это фиксирующая точка того, что как только получен обратный сигнал, значит, да, глобальная, по крайней мере, нет катастрофы, можно переходить как бы к системе того, как сделать так, чтобы не было все-таки там, хотя бы у вас на пути там, или у других, по возможности людей, каких-то там мелких проблем в плане там некого воздействия, ну, например, не было аварии там и так далее. Для этого получается, что человек должен фактически, в общем-то, по сути, как действие сделать, ну, как бы достаточно просто, он должен просто как бы внутренним взором, да, оценить ситуацию, какие будут машины, примерно там понять ситуацию на дорогах, и, казалось бы, там аварии нет, да, но вдруг, предположим, там вообще совершенно внешне, там провод может где-то там оторваться, то тогда получается совершенно внешняя реальность, которая в фазу рассуждения не входит. И здесь получается один только момент – это развить собственную способность по контакту, например, с Богом, или развить собственный дух в плане все-таки видения этой ситуации. Если, предположим, ну, речь идет тем более, предположим, там, об авиационных рейсах, да, часто бывает, они находятся в совершенно разных условиях, грозы, там, внешние объекты и так далее, то здесь получается, что мы можем сказать, что человек уже имеет эту способность, ну, там, качественная техника, да, он как бы заложил какие-то ресурсы преодоления некой внешней среды. Но здесь, как бы, вот, в общем-то, есть основополагающий признак самого человека, что человек никогда не работает в системе, где его воля в чем-то сковывается. Вот человек работает в системе, где он абсолютно свободен. Как только вы именно дух его управляет, он вообще как личность работает. То есть, значит, здесь критерий простой. Надо просто освободиться от как бы системы любого внешнего давления и сделать это самостоятельно. То есть лично, вы лично хотите, чтобы, там, например, самолет не упал. Это ваша личная задача. Она, в принципе, может вообще никого не касаться, ну, в общем-то, не касаться. То есть, например, там, если самолет перевозит ядерные боеголовки, но чтобы он не упал, надо сделать это личной задачей. И, в принципе, она вас, конечно, касается, да, и, может быть, это даже далеко. И когда вы это делаете личной задачей, то действительно она не падает. Вот умение, то есть, ну, там, эта ракета не падает, да, которая в этом самолете. Или, если ваша личная задача сделать так, чтобы не была уничтожена цивилизация, сделайте это личной задачей, и цивилизация уже точно не будет уничтожена. И когда вы, например, ставите вопросы, ну, именно как бы личностных, да, факторов человека, то получается, что ресурс основной-то, в общем-то, находится в личном действии человека, и причем таком, что он принимает это решение свободно, то есть лично. То есть его никто не заставляет. Например, там можно приходить на семинар, там прослушать, ну, можно и самостоятельно, где-то по видеокассетам, можно как бы, ну, как бы, собственно говоря, здесь процесс именно тот, что человек должен свободно и сам как бы принять решение, что ему там, например, знания нужны, что он должен эти знания там или увеличивать, или он должен как-то, значит, другим помогать там с большим уровнем знаний и так далее. Ну, у меня просто есть факты, что часто люди, предположим, как бы осваивают там семинары технологии управления достаточно долго или постоянно даже. То есть вот они постоянно учатся, но это как бы все-таки все равно личный выбор человека. Если там говорить, что вот есть какая-то жесткая программа и ходить учиться, ну, видимо, в школу, конечно, целесообразно человеку ходить, учиться, но если речь идет о том факте, что вы должны спасти всю цивилизацию от возможного, например, глобального взрыва, да, или от некой внешней кометы, то этому уже в школе обычно как бы не учат, то есть нету критерия как такового, как бы, в общем-то, даже нет критерия повторяемости. То есть вот может быть действие, которое первично существует, но первично вы существуете. То есть вы созданы изначально жить вечно Богом, и вы упираетесь в данном случае на первичное возможное действие. Ну, некая там глобальная катастрофа, там, или комета, или ядерный взрыв. Здесь, конечно, может упереться в то, что ядерный взрыв может быть инициирован, там, например, там, неким правителем, да, значит, агрессивно настроен, например, какой-то стране или какому-то укладу жизни, тогда, получается, вы должны взаимодействовать с этой системой. У вас просто, вообще говоря, реально выбора нет. То есть вы можете только взаимодействовать, чтобы спасти, в принципе, в том числе и себя.
И получается, что человек часто поставлен в такие же задачи, как это действует и значит, именно единый Бог, причем имеющий физическое тело, единое физическое тело. То есть задачи, которые он обязан решать. То есть как бы она может быть, казалось бы, сложной, да, или какой-то утомительной, или многосложной, или вообще какой-то как бы чрезмерно там архисложной, но тем не менее как бы человек вынужден ее решать. Человек вынужден решать задачу, чтобы не было там глобального уничтожения. Он должен решать ситуационные какие-то задачи. Все в рамках, причем именно здравого смысла. Я всегда же, как правило, говорю, что никаких трансовых состояний, именно логика мышления, именно как бы активирование духа в обычном, как бы бытовом, что ли, понимании, когда, ну, понятие «быть» здесь часто даже мало бывает приемлемо, если речь идет о том, чтобы не было там глобальной какой-то, ну, что ли, системы там взрывов, то, получается, человек должен концентрироваться. Вот понятие быта в этом случае не отличается от понятия действия. И вот когда вы изначально как бы, и причем действие, кстати, по спасению, например, всех. То есть, и поэтому изначально, когда вы, в общем-то, как бы исходите из уровня создания вас Богом, то вы ведь, когда на что-то реагируете, пусть даже это какая-то там, предположим, макропроблема, то ведь вы видите, опять же, действие Бога фактически. То есть, получается, на логике, логика в данном случае очень четко здесь работает, Бог, создавший вас для вечного развития, вечной жизни именно в вашем физическом теле, при этом, естественно, значит, в проявлении том, ну, предположим, в таком проявлении, как макрокатастрофа, да, дает инструменты управления. Естественно, дает. То есть, другой вопрос, для чего это он, да, например, делает, но ведь развить человека свободно, человек должен сам лично развиться и уметь управлять реальностью. Поэтому, в принципе, это уже как бы вопрос плана как бы внешнего по анализу, да, действия Бога. Но ведь я сказал, что у человека есть уровень, где есть то, что вот это от Бога, ну, как бы такая ситуация есть, и все, ее надо решать. То есть здесь нет понятия, даже часто нет времени для анализа, поэтому я часто даю управление мгновенное, там, особенно по предотвращению там, возможной, например, глобальной катастрофы. И при этом, когда вы начинаете здесь смотреть, то основной задачей является, основной, при любых сочетаниях событий, это не причинить, вообще говоря, вреда, тем более не уничтожить там какую-то внешнюю систему, даже там, предположим, там травинку, не говоря уже о человеке. То есть смыслом любого управления Бог изначально создатель всех, Он всех создал вечно живущими, по сути это изначально, но при этом мы должны находиться на истинной позиции по смыслу человека, вот, что ли, в мире, в самоосознании. Поэтому получается, что при любой, как бы, да, получается, сверхагрессии, там, возможно, что взорвется там серия ядерных, предположим, взрывов, а получается, что как бы физически воздействовать по логике, ну, как бы это уже достаточно пройденные цивилизацией методы, уметь как бы что-то сделать физически, все равно все это может рождать еще большую агрессию. То есть смысл такой, что надо уметь действовать человеческим уровнем. Ну, сейчас существует, вот, например, значит, там послы мира, предположим, у меня в государстве Григория ездит, разговаривает на разные темы в плане именно вот как бы миротворческих миссий, там передают технологии и так далее. Вот по сути при бесконечном развитии вот это есть основной способ развития человека, ну то есть словом, да, переговорами, действием. И самое главное в любом сочетании событий не повредить, ну в первую очередь человека, там, то есть вообще никак не задеть, по сути, самый лучший вариант его изначальные интересы. Получается, что, например, изначальный интерес там, агрессивной стороны, да, имеющей, например, ядерное оружие, ну, напасть, а как можно не задеть, да, изначальный интерес. То есть здесь как раз вводится технология, вот как я сказал, что есть действие, которое не объявляется, например, слово, которое, предположим, реализовывает управление, то можно поставить управление, не фиксируя его впереди, то есть что эта ситуация как бы в норму приходит, и уже от себя предпринимать какие-то действия. То есть вот основной как бы источник, да, скажем, энергии управления, если так можно назвать энергию, на самом деле, как бы там, где вы действуете так, как действует Создатель, он находится за событием, вот, то есть даже, может быть, и не в будущем, а именно не в точке события. И отсюда идет основной уровень управления по ситуации. Часто вы определяете, что там много людей, они, например, решили какую-то ситуацию, там, она прошла мирно, а при этом, может быть, она синициировала, была вообще в другом месте. Ну, предложим, там, организация, например,
если брать, ну, достаточно часто вот я наблюдаю, например, тех, кто особенно взаимодействует с как бы системами, значит, помощи, что ли, вот природе, например, там Greenpeace, вот эти системы, ну, которые как бы контачат с элементами и природы, там, и людей, ну, более такие, в общем-то, ставящие задачи более расширенные, не только как бы уровень, да, самого человека и его благосостояния, но и мысли о природе, и как помочь, то, например, может быть так, что синициировано, предложим, где-то этой организации, ну, предложим, там, речь идет о спасении какого-то локального объекта, вот посмотрите просто вот внутренним как бы взором на месяц вперед до, например, там, следующего семинара здесь вот в октябре месяце, то увидите вот именно эту ситуацию, что в данном случае конкретно это есть информация по просто инициации именно, в общем-то, мероприятия, например, по безопасности экологической, в общем-то, такого района, как север России, то есть я специально здесь не приближаю вот информацию, и надо постараться увидеть, что эта инициация приводит к тому, что, например, в Северной Корее не происходит, да, значит, развитие событий по использованию, предположим, ядерного оружия там, в сторону Америки или Японии или так далее, и, по крайней мере, уж точно не в сторону России. То есть вот понятие точно, если не в сторону России, значит, явно не в сторону Японии, Америки, то есть вообще не будет использовано. То есть вот обратите внимание, что слово здесь имеет принципиальный смысл. Поэтому сейчас сделайте такое управление. Значит, просто возьмите любое там внешнее слово, предположим, там, как бы слово «я здоров», да, или там «кто-то здоров». И возьмите управление внешнее, то есть вне этого слова, и из этого управления как бы сделайте импульс на себя. Ну, просто, проще говоря, вот лампочка, как бы некая сфера светит, где есть здоровье у кого-либо, да, это свечение, ну, просто как вот в бильярде, вот оптикой поработайте, значит, оно такое, что оно как бы начинает развиваться в сторону той плоскости, где вы не объявили о ситуации, ну, как бы ваш внутренний ресурс, но вы никак не называете эту область. И из этой области идет основное управление. И вот сделайте управление именно из этой области, то есть из области, которую вы не назвали словом, в общем-то, то есть из неопределенной области. Естественно, по возможности это сначала это макроспасение, то есть макроуправление, чтобы не было там глобальной возможной катастрофы. Потом уже работа по личным уровням управления. Во время работы обязательно обращайте внимание на всех других, то есть помогайте другим. При этом никаких вот именно таких трансовых состояний, по возможности где-то, если как бы, ну, значит, логика такая, что вы работаете именно логически вот так. Я работаю вместе с вами. И когда вы работаете, да, с этой какой-то своей там ситуацией, по возможности все-таки вот я начал речь, ее доведите обязательно, то есть быстро доведите до управления, до реализации, как бы таким мощным движением, используя, например, там уровень постоянных знаний, о которых я вот сказал. То есть сделайте быстрое вот такое управление, как бы высветите, да, что проблема решена. И посмотрите внимательно, что ведь человек находится, по сути, в очень часто жестких ситуациях. Ну, может быть, они часто нельзя как бы сказать, что они в принципе жесткие, но он их так, например, воспринимает, что их надо решать обязательно, да, какие-то как бы столбовые, не то что, ну, как бы как и системы внешнего линейного свечения. То есть внутри человека есть система, которую он вынужден решать как именно внешнее управление, когда он логически работает. То есть здесь получается, что когда вы ставите вопрос о реальном спасении, например, там, цивилизации конкретного человека, то, по сути, любая система другая становится более, как бы, ну, что ли, в оптике мягкой, да, более лояльно, начинает преобразовываться в вашу форму, в форму вашего действия. То есть именно в многообразную, мягкую форму, именно, ну, как бы того уровня мягкости, который именно исходит от человека. Потому что здесь мы видим, что основным критерием как бы вот все-таки, в общем-то, по сути, действия человека и его личностные характеристики является то, что человек, он действует как бы более мягко, он действует все-таки более естественно, что ли, по отношению ко всему миру. И когда вы
ну, смотрите, положим, такой сюжет, что там, как некий там зверь просто в живой природе там нападает, то это неестественное действие. То есть человек действует даже физически, ну, в общем-то, просто по-другому, да, но когда нет войн и так далее. То есть он вообще более мягко расположен, более реагентен к миру, более так, ну, подвижен, ну и так далее. То есть другой вопрос, что он имеет там другой интеллект, да, и здесь просто вот именно выделение человеческого статуса на духовной основе, то есть на основе мягкости, а значит и возможности его бесконечного распространения. И вот в моем учении о человеке именно личностный характеристики человека – это есть статус его бесконечного распространения во всю реальность, потому что все-таки есть сейчас разработки, например, по киборг-системам, ясно, что при больших мощностях процессоров значит, вполне реально управление как бы, ну, по типу, предложим, там, каких-то разумных систем, да, и получается, что если вы, значит, рассматриваете статус именно бесконечного развития мира, то мгновенное выделение фазы человека во всем мире, это есть все-таки мягкость, то есть, ну, как бы приветливость. То есть, когда вы рассматриваете такой уровень, как уровень управления, то вот распространите такую систему просто на, как бы, ну, на уровень, например, там, если есть, ну, проблема там со здоровьем, и если даже есть, в общем-то, тяжелое заболевание, то можно распространить так, что уровень, в общем-то, просто доброжелательности, да, решает вопрос так, что человек излечивается. То есть вот на человеческом уровне решение вопроса часто всего лишь навсего соответствие в своей внутренней природе по отношению именно к вечному развитию, и именно так воспринимаемое. То есть достаточно там доброго слова, да, и человек восстанавливается, там, оздоравливается, или там, если молитва в церкви, то получается, что это, ну, как бы набор, да, добрых слов и так далее. То есть если вы рассматриваете такой статус, как статус именно выделения человека вот с точки зрения развития его души, как бы в плане там взаимодействия с душами других людей, то мы видим, что души людей в принципе взаимодействуют, в общем-то, по каким-либо вопросам, кроме как вопрос именно Бога, вот действия Бога, крайне редко. То есть душа человека, как правило, всегда, ну, все знает и решает свои собственные вопросы именно в плане взаимодействия с Богом. А когда мы рассматриваем взаимодействие с другими людьми, то здесь душа открывается, ну, не так часто. Действительно, вот есть же там, ну, скажем, такие, в общем-то, выражения, что там не впускать в душу, там, и так далее, и так далее. То есть понятие души в плане контакта с человеком, это есть действие достаточно уникальное вот для личности, потому что если душа контактирует ну, как бы с душой другого человека, то здесь есть Бог. Бог, который создал, как бы, да, и он дал путь, как вообще душе контактировать с душой другого человека. Если речь идет о том, что душа должна контактировать с другим человеком, то надо путь создать. То есть надо как бы применить какие-то действия, направленные на то, чтобы душа другого человека по собственной воле определила бы как бы тот же маршрут, где-то пересечься и контактировать на уровне души. Поэтому как бы выделение на уровне именно, предположим, то есть мягкость, то есть признаковых свойств, да, человека, это то, что соответствует именно всеобщему уровню. Но этот уровень, где воля души, то есть волевое проявление души, вообще плотно стыкуется с физическим телом человека. Тогда получается, что просто рукопожатие – это есть душевное действие. То есть это тоже действие души. И вот когда мы, например, ставим вопрос, да, как, значит, ну что хочет, например, душа, как душа реагирует на что-то, и вообще какие задачи, то ведь задача души в том числе и физическое здоровье человека, естественно, да, какие-то действия физического тела. То есть душа на самом деле имеет весь комплекс задач. Но когда я говорил о том, что есть прямое общение, да, то есть, например, душа напрямую общается с душой другого человека, то я имел в виду, что там существует только уровень Бога, изначальный уровень. И когда вот мы общаемся на изначальном уровне, то там уже решение любого вопроса достаточно четко направлено на то, что он обязательно решается при наличии все-таки, в общем-то, коллективной воли. То есть, а воля, ну, логическая, да, фаза действия, где есть физическое тело, находящееся в каких-то там ситуациях, условиях, там линия поведения, получается, что как бы вот эта комплексная система управления, направленная на решение ситуации, это есть то, что человек видит как помощь Бога, ну, например, там, физическому телу человека. То есть
физическое тело, она там размышляет, как бы, приходит мысль от Бога и делается действие. То есть вот когда мы развиваем действие души там, в пространство бесконечного, там, где есть вечные события, вот выделение фазы вечности событий, есть пространство вот именно такое, где события вечные. И когда вы туда как бы развиваете, распространяете свою душу, то вы получаете опять физическое тело. То есть душа, в общем-то, как бы выделяет, то есть сначала диагностирует, потом выделяет и определяет фактически только одну точку, это вечное физическое тело. Именно так она закреплена по отношению к разговору, например, там, ну, душевному, да, с другой душой другого человека. То есть душевный разговор происходит через фазу вечности. И ясно, что каждый из вас это ощущал. То есть возникает как бы структура, когда как бы мир зафиксирован, и он как бы не видоизменяется. Но именно так для Бога виден начальный уровень развития мира. То есть он просто существует как бы в отдалении статично. Просто Бог одновременно все, ну, делает во внешнем мире, поэтому получается, что все его события воспринимаются на духе. И для человека это физическое тело. Вот проекция событий на физическое тело – это все равно, что проекция всего для духа человека, значит, через структуру Бога. То есть фактически как проекция на дух Бога. И когда вы, значит, смотрите, ну, если, значит, физическое тело человека работает в той же системе, по оптической просто аналогии, то получается, что физическое тело имеет дух Бога. И поэтому мы имеем, ну, в общем-то, понятие, например, как бы такое, как одухотворенность человека в действии, то есть одухотворенное тело. Почему? Потому что в данном случае проекционные системы одинаковые с точки зрения системы внешней реальности, что духом воспринимает человек, еще раз обращаю внимание, и что, например, физическим телом, предположим, как бы в фазе действия воспринимает человек. Вот здесь вот важно, что здесь существует система действия, а вот здесь действия организовываются душой. То есть одухотворенный человек имеет, в общем, ну, там, широкую душу, то есть он умеет работать душой, у него характеристики души развитые. Когда вот сейчас уже я перехожу во внешнюю систему, то есть получается, что развитие, ну, каких-то, как бы, в общем-то, каких-то действий души, каких-то уровней реализации души, при условии, что душа, вообще говоря, у каждого имеет весь уровень от Бога, то есть каждая душа имеет весь уровень управления. То есть, в принципе, в общем-то, нельзя сказать по сути, что там у кого-то там более развито, у кого-то менее. То есть, по сути, души имеют свою собственную задачу, и они максимально реализованы именно для Бога. Критерием является именно взгляд Бога, а не, даже, ну, например, не взгляд человека. То получается, что здесь мы получаем, вот именно когда смотрит человек, что он, если он видит там более высокое развитие, он, например, учится. И получается, что система, например, там, развития, когда другие люди, скажем так, учатся, начинают, предположим, ну, как бы действовать в условиях постоянного, да, обучения, то, значит, здесь вырисовывается именно, в общем-то, задача, которая направлена от Бога к коллективной воле человека. То есть в данном случае мы имеем в виду, что по сути коллективная воля человека, то есть, ну, там, где человек сам как личность проявлен, и в том числе так можно рассмотреть ситуацию, что в коллективной воле существует система внешнего управления, то есть воля всех людей, но при этом выражением, например, коллективной воли является сам человек в этом месте. То есть если какое-то социально конкретное общество, да, то он же находится в этом обществе, и выражение воли является его действие. Может быть, он и не хочет находиться там где-то конкретно, но вот его действие – это все, что подготовлено, в том числе и коллективной волей внешних структур управления. Да? Получается, что здесь мы видим, где Бог переходит в человека. То есть мы видим, что Бог как человек находится здесь, ну, например, там, в обычном физическом теле человека, потому что коллективная воля может быть как бы, ну, реализована только в реальном действии. То есть мы можем однозначно сказать, что если мы как бы, ну, логически обойдем, да, какое-то действие, значит, таким образом, что да, Бог, например, присутствует,
но при этом он как бы присутствует часто, может быть, просто более логично, ну, на логическом уровне или там на уровне управления, то все равно в душе у человека отсутствует, как бы, вот тогда получается знания, а они есть, как бы не достает в понимании звена, как бы следующего плана, что как же так, если человек находится в таких условиях, что значит, он находится как бы в реальных условиях там любых, то значит, Бог тоже должен находиться по аналогии. То есть Бог знает и умеет все, значит, он должен находиться и в физическом теле человека. То получается, как только Бог находится, так реально человек получает всю совокупность знаний в коллективное сознание через действие уже Бога, находящегося в физическом теле человека. То есть человек перестает себя отделять от Бога фактически. И когда, ну, в плане там задач, например, по крайней мере, там, и так далее. И когда, значит, уже вы видите, что, ну, например, вот это вот понятие как отделение, да, а отделять-то и не надо, человек должен следовать все-таки задаче вечного развития, поставленной изначально Создателем. И, ну, например, если даже человек там какой-то практике смог восстановить свою собственную клетку, пусть одну, то логически ясно, что он может как бы тогда восстановить организм, если он эту практику увеличит. Даже, в общем-то, здесь не суть важно даже какой практики, да, любой, в общем-то. Другой вопрос, что дальше уже следует дух, который дает возможность вечного развития. Поэтому по логике задача вечного развития стоит потому, что человек, например, достиг, да, пусть восстановлен даже одной клетки своей собственной, или там у кого-то другого, неважно, то тогда получается, что значит, вечное развитие для него это есть тот уровень, который он определил своим все-таки предшествующим действием. То есть он взял и создал каким-то там набором управления, например, да, каким-то действием. Получается, что человек определил для себя статус, который, в общем-то, является изначально статусом Бога, и он его призывает Бог там, но он же и может и логически это делать, то есть он может это делать, исходя из своего уровня. И здесь единственное только в том ситуация, ну, заключается в плане, что ли, макропонятия, фундаментального понятия вот этой реальности, этого явления, так скажем, когда человек может делать сам, в том, что изначально вообще все создано Богом. Поэтому получается, что он все равно работает в пространстве Бога. И когда вы уже дальше двигаетесь в плане, значит, развития, тогда, а зачем тогда Богу как бы, да, следующее развитие, ну, человека в плане вот именно каких-то сверхвозможностей, да, значит, то здесь получается, что все-таки это воспитание или там как бы реализация человека такой же личностью, как личность Бога, чтобы было именно человеческое отношение к Богу. Тогда получается, что вы можете, ну, быть равными. То есть, и когда уже, более того, равными среди себя, то есть там неважно ни материальное естественное состояние, ни какие-то там заслуги, все прочее и десятое, вы можете на признаках, там, предположим, равенства, изначального равенства, как бы своим собственным действием, достичь того, что вот гармония, которая ваша, она распространится на всех. Ведь если вы, ну, не имеете, да, признака равенства, то получается, как тогда вы сможете преодолеть, ну, как бы некие барьеры там другого социального плана, там, да, материального, там, языкового плана и так далее. И вот по моему учению о человеке, человек, который достиг, например, реализации какой-то там, вот он считает, что это гармоничная реализация. И здесь он вот там прожил и будет видеть, что будет, ну, у него нет проблем в будущем. То есть та гармония, которая дает вечное развитие, как только он эту реализацию, в общем-то, создал, то получается, что, по моему учению, надо это все сразу распространить, причем мгновенно, прямо в этом состоянии. А в этом состоянии это уровень, опять же, равенства, уровень, где другие личности также, ну, в общем-то, занимаясь своими делами, решают общую задачу вот, в коллективном сознании, именно задачу практически, в общем-то, спасения. То есть, поэтому, если мы рассмотрим процесс все-таки, ну, как таковой, да, скажем, процесс спасения, то здесь как бы реализация этой задачи, она заключается в том, что вы прежде всего должны уметь, ну, там, через признак как бы именно человека, а признак человека я определил как признак равности в том числе, через признак человека передать мгновенно структуру всей информации. И получается, что особенно для систем, например, в общем-то мгновенного, да, уровня спасения, вы получаете, что
человеческий уровень, он самый быстрый. Если вы знаете, какое-то там у вас есть положительное как бы действие, то вы знаете весь собственный ресурс, это положительное действие, которое вами когда-то было достигнуто. Ну, элементарно, вы взяли, предположим, плоский камень, бросили по воде, и получилось там трассирующее движение, да? Это положительно, вы достигли того, чего хотели. То быстрым уровнем можно передать, ну, как бы того, что вы достигли какого-то результата своими собственными действиями. И если результат просто заменить на то, что через как бы адекватное, подобное действие сделать так, чтобы не взорвалась там ядерная станция, например, там Курская АЭС, то, значит, вы человеческим действием передадите там служащим этой станции, вообще всем людям, что она не взорвалась, но из другого опыта. Вот в этом и существует, что человек совершенно универсально может любое свое действие переносить на, в общем-то, по сути, на любое другое. Поэтому в моем учении именно о человеке основным, в общем-то, принципом является именно то, что, достигнув даже в каком-то деле, в любом положительного эффекта, вы можете очень быстро передать всем другим, исходя из уровня передачи информации любой другой личности. И в связи с этим в качестве, самостоятельной работы, в качестве собственной практики, так как человек это, я как сказал, совершенно ведь часто знакомый, понятный уровень. Другой вопрос, что если от контакта с Богом происходит явление, идущее от Бога, в данном случае, в первую очередь, вы должны действовать от уровня человека, при этом, естественно, осознавая, что изначально человек создан Богом. То есть, но уровень ответственности на человеке здесь именно колоссально, максимально высокий. И за все здесь отвечает именно сам человек в своих собственных действиях. Поэтому в качестве управления просто проведите именно основное управление, направлено на то, чтобы, я не говорю, что, значит, здесь нужно как-то особенно, в общем-то, перегружаться, что ли, но чтобы все-таки основным элементом являлось, значит, и естественное, скажем, да, гармоничное действие ваше в любой ситуации, что вы лично своим действием там достигаете, плавным управлением, в своем именно естественном состоянии достигаете нужного уровня управления. И вот в этом, в общем-то, я считаю, основная задача по, например, сегодняшнему семинару. Спасибо большое за внимание. На этом я заканчиваю.